еще один блогер идет. На улице минус 10. Ни одна навигация в телефонах, ни в машине не работает. Но вообще мы продолжаем нашу дорогу до с конечной точкой назначения Армения. Градусов уже почти 6 тепла. Так вот мы тут наделали селфи. Столики почти под самую столешницу в снегу. Ну что сейчас произошло, почему мы решили не ехать? Да. Все финдипердозно. Теперь мы находимся в Армении. А время пошли четвертые сутки. Ой, ладно. Надеемся, что хоть картой здесь можно будет рассчитаться. Твой размерчик. Это было первое наше кафе и первый наш полноценный ужин в Армении. Наверное, поэтому хотелось увидеть его именно так. Поднос-то не резиновый. Здесь очень вкусно кормят, и мы очень остались довольны. Оно находится сразу после выезда с пограничной территории. И очень понравилось нам отношение персонала и то, что лаваш уже был включен в цену. И он такой вкусный. И сразу встает вопрос о том, дорого-то или нет. Наверное, пока ты турист, ты не поймешь ответа на него. Для ответа на этот вопрос нужно, скорее всего, зарабатывать здесь, на месте, и тратить их здесь. И тогда это точно будет ясно. О, спасибо за кофе. Это класс. И что бросилось нам в глаза на этой трассе от границы до Еревана? Первое – это очень много машин сотрудников дорожной полиции. Они все светятся как елки, у них очень много люстр. Вон она слева едет. И второе – специфика дорожных знаков. Проблема в том, что большинство из них не отражается в свете фар. Например, как вот этот. А значит, их не видно. То есть есть риск нарушить правила в чужой стране. Поэтому ехали, смотрели в оба. Ну вот мы наконец в Армении доехали. Все успешно. Вот наши апартаменты, так сказать, условные. Поэтому все, будем ложиться спать. Такой вот двор. Видно, что тут есть особенности интересные. Ну и также есть вот обязательный атрибут кавказской или армянской еды. Ну вот такой вот вид открывается с обратной стороны нашего двора, где мы сейчас временно проживаем на время этой поездки. Ну, да, непривычно глазу и приятно. Хотя, если честно, дорога, конечно, здесь не самого лучшего качества. Разогнаться не получится. Но зато горы. Интересная особенность ереванских подъездов. Точнее, две особенности. Одна особенность. Вот она. И так идешь. А это турник, как нам сказали. А вторая особенность — это двери. Все двери в
подъезды в магазины открываются не в привычном формате, они открываются строго вовнутрь. Я не знаю, чем это руководствуется. Вот так вот. Берешь и открываешь. Сейчас мы немножко прогуляемся по городу Раздан, это называется. Ну и посмотрим местные особенности. Вот так вот выглядит местный рыночек. Видно, что там есть тротуарчик. Вот такие вот цены здесь. Ну, это все цены здесь в местной валюте. Как местная валюта называется? Драмы. Драмы, да. ГАИ работает в своем режиме. Но мы сейчас решили так подкрепиться, и оказалось, что здесь не так много кафешек с шаурмой, там, что хотелось бы. Но нашли одну кафешку, которая предлагает кофе. Вот, там стоит выбор кофе, машинка, сразу они могут помолоть. Вот, ну и взяли там вот пирожки горячие, свежие. Очень все понравилось. Так что в отношении того, где перекусить, здесь, наверное, вопрос не будет стоять. В этом городочке есть Озон, и там дальше есть Валберес. Нет. Вот этот, один цифр наберите, 4 цифра. Какой хотите, чтобы помнили потом. Ага. Еще. И вот это. А как-то открываете вот этот цифр, то наберите, Снова потом, набрать? да, потом этот. Ага. Всё, спасибо. Ага. Нет, не открываю. Сначала на красненькую нажми. Я сначала А, зелененькую надо.
она нам наоборот сказала. Ну давай попробуй сейчас. Циферки и зелененькая. О, все. Теперь закрываешь. И какой-нибудь. Здесь. И зелененькая. Закрыть. Все. Это вам не хухры-мухры сдать сумочку в камеру хранения. Тут нужно ого-го. Вот вопрос. Какие сардельки или сосиски нужно взять? Да. Тут все, в общем... А вот написано. Молочные. Молочные. Да. А вот здесь уже нету. Домой можно взять. Ну, пока возьми одну на пробу. Он будет здесь. Ну, возьми. Рошеновский. 270 грамм, да? Да. Угу. Типа Ну, вот армянский, который мы брали, да? Но он дороже уже, видишь? Угу. А вот этот чей? Вот Россия. Да. Добрые люди здесь проживают, подскажут, помогут. А потом в магазин зашли, ну, тоже интересно, решил помочь. Пожилая женщина, упаковку воды она покупала, и я ей помог. Там столько слов благодарности я услышал, что даже как-то неловко все это было. Вот, ну, такой кредит доверия. Когда нужно было рассчитаться, женщина дала свой телефон, скорее всего, там с какими-то с банковскими данными кассирши. И, в общем-то, что-то там самостоятельно делала. И в итоге, ну да, например, в некоторых странах это сложно представить. Картой тоже можно. Картой тоже можно. Ага, окей. Признаемся, мы не были готовы к тому, что нас не понимают. И выглядит это примерно так. Для кофе какая в основном приправа берется? Кофе добавить. Какая? Какао. Приправа какая для кофе? Но мы не сдаемся и пробуем по-другому. Ну, смотрите, кофе сделали, когда, и корица, приправа. Да. А еще что? А какие еще можно? Чем кофе приправить можно? Кофе не знаю. Очень нелепо это выглядело. Женщина очень хотела бы понять и помочь, но мы оплошали. 6500. Это цена за килограмм? Да. Так. Это килограмм, а это 100 грамм, а это 100 грамм. Все. 100. Ага. Это килограмм. А арабика? Чай тоже 100 А грамм. арабика кофе это какое? Это колумбийский. Колумбийский. Это индийский, а это Сальвадор. А там уже смесь, да? Робуста, Робуста, да? large, medium, jumbo. Ага. Так, хочешь спросить, уточнить что-то, но язык. Это вот эти кофе уже с этим, со вкусом, да? Ага. Вкус. Шоколадный. А, вот тирамису есть, да? Ага. А это вы в Армении вот такие семечки любите? Это хорошо, и это хорошо. Но запах у вас тут прям вкусный. Вкусный. Да. Ну что? А вы до скольки работаете? Что? До скольки работаете вечером? 7. 7 часов вечера, да? А утром открываетесь во сколько? 10. Приблизительно в 10?
Зашли. Интересный магазинчик. Ну, сами все слышали, сами все видели. Нам понравилось. Наверное, мы подумаем, может быть, какой-то кофеечек прикупим, да? Да. Вот. Ну или приправку. Это приправы. Мне кажется, что обычный виноводочный раздел. Но посмотрите, какая красота. Это все такие подарочные наборы получается. Да. Вот здесь вот интересные. Вот же Расиван. Вот такие подарочные тоже наборы есть. Вот столько стоит. А такую водку мы встречали в Беларуси. Здесь тоже есть. Ну вот вино, конечно, здесь вот уже Джек Дэниелс. Царская водка. Ну вот по поводу вина, конечно, мы думаем, может быть, что-то взять. Вот здесь даже вино, такая вот Армения. Вот сколько стоит. Вот эти коньяки, да. Интересные впечатления от посещения местного магазина. В общем, как-то все тут неторопливо. И так на кассе сидит добрый дядечка. И в общем, может обсудить, да, с юмором, может обсудить, там приходят знакомые, друзья, знакомые, что-то говорят, разговаривают, а ты на кассе стоишь, и как-то все это нормально, так в порядке вещей. В общем, интересно это уже становится. В общем, купили мы немножечко конфеток, да, вот, и конфетки, шоколадки рошеновские взяли, да. За все отдали мы 1600, расплатились телефоном, да, при помощи Samsung Pay, проблем никаких не возникло. Карта была привязана, сейчас Мир, по-моему, у нас. Поэтому пока вот так вот. Но интересно посещать местные магазины. Но вот в Роздане погода портится, а мы сейчас поедем в сторону Еревана. Кажется, что этот городочек выше, чем Ереван, потому что в Ереване, как нам показалось, всегда теплее. Ереван – это столица, и это видно сразу. Как всегда, опустим официальную информацию, которой полно в сети. Здесь есть своя атмосфера улиц большого города. Ну, достаточно большого. Население только Еревана чуть более 1 миллиона жителей по состоянию на 23 год. Здесь пересекается все и в одном флаконе, причем сразу. Например, любовь к золоту и украшениям вместе с куревом. Да, куриц здесь много и везде. Хотя мы далеки от курева, но это заметно, что курят в основном сигареты. Ну, то есть по старинке. Хотя здесь тоже принимают меры с тем, чтобы курение в общественных местах ограничить. Но все же порой даже на переходе можно задохнуться. Ереван показался нам неспешным. Здесь не хочется торопиться. Например, неспешно можно перейти дорогу в 6 полос, но просто там, где тебе захотелось, и удобно, и при этом водители даже могут остановиться и даже не выругаться. Дорожная полиция относится к этому лояльно. Ну, хотя здесь это и является нормой, все же нас это немного напрягло. У нас другие взгляды на соблюдение ПДД. Или вот. Что это? Норма? В
Контрастов и правда много. В город мы еще вернемся, а пока... Живописное село Бжни находится примерно в 40-50 минутах езды на автомобиле от столицы, города Ереван. Незаброшенная деревня, известная одноименной минеральной водой – Бжни. Находится деревня и источник воды в Катайской области Армении, на правом берегу реки Раздан. Отметим, что Бжни – одно из самых древних армянских поселений. Например, в летописях оно впервые упоминается в V веке. Эта вода не имеет конкретного ограничения в применении, а это в свою очередь значит, что ее можно использовать как обычную столовую воду для утоления жажды. Это отличает воду Бжни от других минералов. Здесь важно не путать с крепостью Бжни. Если ехать от города Раздан, то источник воды находится, не доезжая к крепости Бжни. Видимо, были трубы, и они шли куда-то в город, возможно. А там вообще согнулось. В общем, пришли пробовать минералочку. Так, главное не упасть. Ой! Оп! Сейчас будем пробовать. Это бжни. Что это? Бжни. Бжни? Минералка бжни. Да. Вау! Реально. Ты попробовал? Ну да. Но она как будто необычная, как минералка. С каким-то вот привкусом. Как красиво. Вообще. Так уж получается, что уже новые страны или города мы впервые видим из своего автомобиля. Поэтому часто впечатление от города – это сочетание эмоций от пеших прогулок вместе с ощущениями из автомобиля. Что не понравилось, ну или точнее было непривычно для нас. Возможно, качество дорог, особенно на подъезде к Еревану и ближайшие округи. В дождь нужна великая осторожность при объезде ям. И еще был не самый понятный и приятный момент, но о нем попозже. В основном здесь движение по правилам. Пробки, если можно так назвать, нам встречались только вечером, в час пик. В целом, нам не показалось движение уж больно плотным. Вполне себе комфортно. Места для парковок можно найти. Несколько дней, например, подряд мы находили такие места почти в центре, причем бесплатно. Машины почти все чистые, езда по городу вполне комфортная, не вызывает негатива. Нам встречалось много вежливых водителей, которые не подрезали, не крутили, не создавали аварийных ситуаций из-за нашего незнания города, а наоборот где-то уступали или подсказывали. Дорогу переходить по пешеходному переходу, как нам показалось, вполне безопасно. Самый популярный атрибут армянского водителя. Как думаете, какой? Точно. Кажется, для прохождения техосмотра в Армении достаточно иметь только исправно работающий сигнал. Любое пребывание в стране, где другая валюта, требует от туристов наличия местной наличности. В общем, хотели обменять сейчас денежки из долларов.
И оказалось, что вот в этом банке берут 3% комиссии. 3% комиссии за то, что якобы доллары какие-то старые. Ну, в общем, мы так и не поняли, что к чему. Но вот такая история есть. И начались наши поиски. Сначала банки или обменники, а потом их условия. Дело в том, что сразу после наступления 2024 года мы попали в непонятную для нас ситуацию. Именно в начале января как раз мы были тут. Мы вроде бы имеем доллары, хотим сдать их, а нам говорят, что примут их и возьмут комиссию. Странно. Но, находясь в поисках обменника, мы спустились в подземный переход. Как нам показалось, очень странный, ну, непривычный во всяком случае. Тут был банк, который предлагал хорошие условия и курс. Интересно? Вот это вот все, это просто подземный переход. Вот так вот они все это сделали. Интересно, красиво. В общем, эпопея с обменом валюты на данный момент промежуточно закончилась. Нашли мы, в общем, банк и обменяли нам, взяв комиссию 1%. И это происходит потому, что, в общем, старые купюры. Ну, то есть те купюры, которые, наверное, здесь изымаются из оборота долларов, а новые, в общем, без комиссии. Так что вот такой вот нюанс. Говорят, что в России строят высокие заборы. А вы видели высокие заборы? Смотрите. Вот так. Вот. Вот такой вот забор, я не знаю, 3 метра высотой, наверное. А там еще больше. Да? Ну или вот заборчик. Сколько ему? Если исходить из того, что я 1,83 м, то здесь, наверное, еще пару раз постолько. Идем дальше. Пошли. А вот школа. А вот это вот подземный переход. И здесь видно какие-то, может быть, национальные герои. Или кто это? Если вы смотрите это видео, дайте знать в комментариях, кто изображен. Ну и вообще почему. Потому что по городу вот, в Ереване ходишь и очень часто можно встретить. Да. Это вход в подземный переход. Спросили мы у местного жителя там на остановке, что это за портреты.